Всем привет! Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале Цветок Персика. Сегодня я хочу поговорить про штукатурку, то есть в каком виде удобнее ее использовать для тех или иных целей. То есть, как я уже говорила, я использую готовую штукатурку вот из таких вот баночек, но данная штукатурка, она в недостаточной степени густая для того, чтобы делать более тонкие лепесточки для цветочков. То есть, если где-то мы покрываем фон, этого достаточно. Если где-то нужны какие-то более объемные лепестки, этого тоже достаточно. Для более тонких я должна эту штукатурку загустить. И поэтому сегодня вот я выложила на палитру белую штукатурку из баночки. Вот она вот такая вот. Она плотная, объемная, держит вроде бы форму, но из такой штукатурки тонкий лепесток очень трудно сформировать. Поэтому сегодня я покажу, как я загущаю эту штукатурку для того, чтобы потом ее применять для изготовления цветов. Итак, как я уже говорила, мне для этого понадобится кукурузный крахмал. Вот такие пакетики в обычных продуктовых магазинах они продаются, стоят совсем недорого, можно купить именно кукурузный, потому что картофельный крахмал при загущении штукатурки он дает какой-то желтоватый оттенок, то есть теряется, искажается цвет, поэтому лучше использовать кукурузный. Дальше присыпка или тальк. Ну вот, например, детская присыпка, это я покупала в аптеке, а это присыпка из какого-то косметического интернет-магазина. Она ароматизирована, но какие-то ароматы нам совсем не нужны. То есть принцип иметь именно тальк. Смешиваем мы в пропорцию там 2 доли крахмала и 1 доля вот этого талька детской присыпки. Еще можно загущать микрокальцитом, то есть одним микрокальцитом. Что такое микрокальцит? Это, грубо говоря, пыль, которая остается после изготовления, ну как мраморная пыль. И купить ее тоже можно, но у меня не получилось. Предлагают покупать от 1 тонны, но даже в моем случае 1 тонна это слишком много, поэтому на данный момент я загущаю вот именно таким способом. Кукурузный крахмал и детская присыпка. Вот все это я перемешала уже вот в такой вот баночке. Детская присыпка. У меня тут мерная ложечка. И вот, например, выложив небольшое количество штукатурки, я насыпаю сюда вот эту вот смесь из кукурузного крахмала и детской присыпки. То есть сколько надо накладывать, четкого рецепта никогда нет, потому что дозу штукатурки мы выкладываем на глазок. Штукатурка, в зависимости от того, сколько она у вас дома находится, может быть как более жидкая, так и более уже подсохшая, поэтому мы всегда начинаем вымешивать и смотрим ту консистенцию, которую нам надо. То есть вот я начала уже вымешивать штукатурку. И если, например, я насыплю крахмала более чем достаточно, то я добавлю штукатурку. Либо наоборот, если густота штукатурки меня не устроит, я снова добавлю кукурузный крахмал, смешанный с присыпкой, и продолжу вымешивание. То есть вымешивание тоже такой процесс довольно-таки монотонный. И наша задача вымесить без каких-либо комочков. Но это аналогия, как мы вмешиваем тесто. Здесь, конечно, делаем мы это мастихином, но усилия тоже какие-то определенные прилагать нужно. И я, как правило, вымешиваю небольшое количество, то есть загущаю небольшое количество штукатурки, которое мне необходимо, допустим, для текущей работы. И обратно в баночку отправляю эту штукатурку, которую я загустила. И затем по мере необходимости
достаю ее и использую в работе. То есть загущать можно штукатурку любого цвета, если вы пользуетесь готовой профессиональной штукатуркой. Ну, насколько я знаю, штукатурку Клевер Ривьера тоже загущают таким же способом, либо кукурузный крахмал, смешанный с тальком, детской присыпкой, либо загущают при помощи микрокальцита. Вот я перемешала. И, наверное, я еще добавлю немного крахмала, потому что, мне кажется, немножко недостаточно. Вот половину мерной ложечки. Мерную ложечку вы можете приспособить абсолютно любую. Вот у меня, не знаю откуда, мне кажется, из какого-то лекарства, может быть, микстура. Как правило, когда микстуру продают, там всегда есть какая-то маленькая мерная ложечка, либо в магазине Fix Price продают эти мерные ложечки различных размеров, наборчики по 5 штук, тоже можно какую-нибудь маленькую приспособить, использовать. Вот. И когда штукатурка у нас уже той плотности, которая необходима, она будет пригодна для изготовления очень-очень тоненьких лепесточков. Такие лепесточки нам, как правило, требуются, когда мы создаем розы, когда мы создаем пионы, потому что лепесточков в таких цветах очень много, они достаточно близко расположены друг к другу, и чтобы каждый из лепесточков выглядел аккуратным и красивым, они не должны быть деформированы, и именно плотность штукатурки позволяет добиться такого эффекта. Вот, поэтому ту консистенцию, которая необходима, вы всегда выбираете сами, потому что каждый мастер использует штукатурку вот по своим каким-то вот ощущениям, оно даже, наверное, более такое интуитивное, когда вот вам кажется, что уже достаточно, либо вы считаете, что нужно еще немного загустить штукатурку. Вот. И вот таким вот образом, то есть я, наверное, мне вот этого достаточно. Сейчас надо только перемешать ее до однородной массы. Перемешивать нужно до состояния, чтобы не оставалось никаких ошметок, комочков, которые иногда образуются. Если, например, вы переборщили и насыпали слишком много в кучку штукатурки, то есть вы знаете, что вы достаете еще порцию небольшой штукатурки и продолжаете вмешивать, для того, чтобы образовалась та масса, которая вам необходима. Вот сейчас меня устраивает, то есть вот она стала более плотная, но при этом она не потеряла свою тягучесть и эластичность. То есть вот я ее выкладываю, и она не оседает. И даже когда вот я тыльной стороной мастихина прислоняюсь, она уже прямо по ощущениям намного более упругая и более плотная. Вот в таком виде меня устраивает. Так как я уже говорила, штукатурка сохнет очень быстро, вымесив вот такое количество, оно достаточно большое, в принципе, вот его, наверное, хватит для изготовления какого-либо цветка, но использовать ее надо не сразу, потому что края очень быстро подсыхают. Я беру баночку и эту штукатурку закладываю обратно в баночку. Но я знаю, что у меня вот эти вот кусочки, это та штукатурка, которую я уже загустила до состояния пригодного для изготовления более тонких лепестков. И я просто буду ее сверху потом брать мастихином в том количестве, в каком мне нужно, и непосредственно использовать. Вот. Микрокальцит тоже, если я со временем все-таки смогу его приобрести, я обязательно протестирую это дело.
И расскажу по ощущениям, насколько удобнее применять штукатурку, загущенную микрокальцитом, и насколько удобнее применять штукатурку, которую мы загустили при помощи кукурузного крахмала и детской присыпки. Ну, как всегда, очищаем мастихин по литру. Вот. Приводим в порядок рабочее место. На этом у меня сегодня все. Очень приятно было, что вы смотрели это видео. Творите, создавайте свои работы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А сейчас пока-пока. Всем